Добрый день, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Маленько сейчас отвечу на вопросы, сразу же начинаем бриться. Но сегодня как-то необычно получается. Хочу сказать сразу, что с таким столкнулся впервые. То есть настолько на хорошее, комментариев хороших было много, но был среди них такой, знаете, вот особенный, что я бы даже назвал, может быть, комментарий видео или комментарий недели. И не мог его не выделить, я его тоже зачту. Хотя там вопроса нет, но он какой-то, знаете, такой свойско-балдежный, что бинго, в десяточку. Ну, обо всем по порядку. Это наш служивый, наш офицер Иван Чеканков. Его вопрос о повторном возвращении к лезвию. Вадим Викторович, год назад попробовал лезвие Меркур Супер Платинум. Ужас, мягко сказано. Да и вам она не зашла. Это я помню, тоже не зашли совершенно. Но недавно решил попробовать опять, и о чудо. То ли звезды сошлись, то ли кожа привыкла. В общем, подошли. Может, вы их еще раз прогоните, авось и поменяется впечатление о них. Иван, вполне может быть. Это старая добрая песня, и такое случалось не у тебя одного, и не у меня одного, и не у вас одних, у многих. То есть то, что сегодня не заходит, ребята, не торопитесь это выкидывать, оставьте. Оставьте, вон туда, в темный уголок положите, вернетесь к этому через полгода-год. Вполне вероятно, что может получиться так же, как и у Ивана. То есть время идет, меняется ваш опыт, меняется ваша кожа, щетина, то есть вот это вот все претерпевает определенные изменения. Отношение ваше к тем ощущениям, которые вы испытываете, тоже меняется. Поэтому то, что вам сегодня не заходит, вполне себе вероятно, что завтра очень даже зайдет. Поэтому то, что вам как бы сегодня не зашло, не торопитесь от этого избавляться. Очень часто бывает, что все может перевернуться. Игорь ПНК задает вопрос по поводу потери остроты на лезвиях. Игорь, пожалуй, тебе не буду отвечать, потому что тебе там и так квалифицированно парни поотвечали. И в принципе там все ответы достойные. Больше я уже просто добавить не могу. И хотел бы вам, ребята, сказать огромное спасибо за то, что в вопросах о видео, если вы чувствуете, что вы можете ответить, так вы отвечаете новичкам. И это очень-очень-очень чертовски приятно, потому что, то, что я могу ответить, я отвечаю. Но одна голова хорошо, а 25, сами знаете, лучше. Так вот, за то, что не чураетесь помогать тем, кто ищет ответы, ребята, отдельный вам респект и спасибо большое. Я очень благодарен, что вы так поступаете. Еще на один вопрос я, пожалуй, не стал бы рисковать давать ответ, потому что и добавить-то уже нечего. Это на вопрос Александра Гладченко. Саня, кто не знает, старый добрый подписчик, он с каналом уже ой бой сколько, и не только по бритью и по пару. У него вопрос. Чем бы, каким бы станком, каким лезвием он не брился, смотрите, проход против шерсти, у него всегда красные точки. Почему не рискнул бы? Потому что там Олег Лазаренко, по-моему. Ребята, это не только богатый опыт за плечами, но это еще аналитический подход и такой, знаете, живой ум чувствуется в комментариях человека. Поэтому я там, наверное, даже не рискнул бы как-то ввязаться. Лишь добавлю, что возможно, я не знаю, возможно, у меня иногда бывает, что когда под носом против шерсти иду, тяжко идет, просто тяжко. Я знаю, что будет оттас, если я так буром попру. Поэтому я не иду, я в обход. Возможно, то же самое на шее может помочь. Если против шерсти ты знаешь уже заранее, что у тебя будут красные точки, возможно, не перпендикулярно, а как-то чуть-чуть так в сторонку. Но это только догадки, я точно не могу сказать. Ну и как Олег правильно сказал, слишком мало данных, ты там уже как бы пояснил. Вы проблему уже на 3 разделили вероятных источников. От всей души надеюсь, что это третий вариант, физический. То есть вот на этом уровне что-то нужно подобрать, а не аллергические и остальные проявления. Юрий Ковтун. Юр, прям красавчик, порадовал. Вот, ребята, это и есть комментарий видео или комментарий месяца, комментарий недели. Назовите как хотите. Смотрите. Здравствуйте, Вадим. Не дает покоя моему перфекцифигизму. О как! Видали? Не хухры-мухры. Уже который обзор криво висящая Сонька, золотая ручка. Ах, хочется через экран взять и поправить. Вот, блин.
парни, спасибо, спасибо. Настолько затуркался, что даже времени не было просто тупо элементарно посмотреть на эту полку. А тут раз глянул, да, действительно, она криво висела, взял и поправил. Парни, еще один станочек криво висит, но тут уже ничего не поправлю, потому что он сам по себе такой, по-другому висеть не будет. Но в любом случае, хорошо, что сказали, хорошо, что обратили внимание, и хорошо, что просто написали это. Потому что вроде как и к теме не относится, а с другой стороны какой-то он такой, знаете, свойска, добрый такой, чуть-чуть со стёбом. Ну классно, классно, просто хорошо. Спасибо. Сергей Дударенко, или, ну да, наверное, скорее всего Дударенко, задает вопрос по поводу того, что первый раз, когда он бреется лезвием рапира Platinum, у него слегка агрессивный такой проход, и мало ему нравится. А вот второе, третье бритье, наоборот, кайфово, наоборот, классно, наоборот, здорово. Да, собственно, это, наверное, я, по крайней мере, на 3 лезвиях такое встречал. Это не такая уж редкая проблема. Она не всегда бывает, но время от времени встречается. С чем это связано, я не знаю. По идее, производство лезвий должно быть как-то систематизировано. Но все мы знаем, что точат машина, на машине камни. Они когда-то изношиваются, когда-то там их чуть позже поменяли, когда-то чуть раньше. Вероятно, поэтому иногда появляются в одной и той же линейке, и в физере в том числе, он не исключение. В одной и той же пачке могут быть разные лезвия. Да, ребята, это уже факт, к сожалению. Я вот недавно совсем разговаривал с человеком, который сам через это тоже прошел. Я еще, слава богу, на это не нарывался, а он прошел. Так вот, что происходит? Как я это вижу, если я в чем-то ошибаюсь или куда-то маленько не в ту сторону, поправьте. Так вот, когда кромка острая и на конце, скажем так, обязательно будут измельчение металла, то есть в зависимости от того, как точили, вот здесь вот тоненькая кромочка в виде бахромы, знаете, вот она очень часто появляется. Если она маленькая или ее вообще практически нет, то у вас комфортное нормальное бритье. Если же она все-таки есть и присутствует, если под микроскопом посмотреть, она будет примерно вот так, то получается своего рода серейтор. И когда вы начинаете бриться, этот серейтор вас и беспокоит, и вы получаете агрессивное бритье, которое мало кому нравится. Заходя с этим же лезвием на второй, третий проход, вы первым бритьем уже сняли практически все, и у вас этот серейтор выпрямился. И получается, что вы уже нормальным лезвием-то и бреетесь. Грубо говоря, первым бритьем вы поправили ваше лезвие. Вот, как-то так я это понимаю. Если вы заранее знаете, что вот из этой пачки такие лезвия, что можно сделать? Если бы это была опаска, то я знаю, что иногда берут просто пробку от шампанского или еще что-то и аккуратненько по ней проводят. Не самый лучший способ, потому что велика вероятность того, что вы просто затупите вашу опаску. Если так поступить с лезвием, по пробке аккуратненько провести, вероятно, это больше принесет эффекта, чем опаски. Если же, допустим, вам все-таки пробка не заходит, лично сам для себя, я бы сделал по-другому. Точно так же, как с опаской. Опаску можно поправить на ремне, во-первых. А во-вторых, если вы считаете, что ремень в данном конкретном случае будет слишком такая, знаете, мощная правка, всегда есть кожа. Просто опасочку на коже так аккуратненько. Раз, вот выбрали вот участок, где у вас такой ровненький. И то же самое можно сделать с лезвием. Просто взяли ваше лезвие аккуратненько за то место, чтобы вы не порезались. И так вот чуть-чуть раз. Только не так, чтобы скрыться. Понятно, что этого не нужно делать. А рабочая сторона РК туда, а ведете туда. И так аккуратненько раз провели, 2 провели, 3 провели. И вы тем самым поправите ваше лезвие и избежите вот этого дурацкого агрессивного бритья. Пробку я сказал, ремень вы знаете, но не у каждого есть ремень. Ну бритвенный-то ёпорос это есть у каждого. Если вы рискуете на руке, допустим, то на бритвенном ремне вы вообще никак не рискуете. Ну и самый отчаянный, только аккуратно, ребята, с соблюдением всех мер предосторожности можете поправить на своей коже. Или на руке, или на ноге. Вот только там, больше нигде, а то еще что-нибудь себе отвалите. Фальцетом заговорите, аккуратненько, аккуратненько, без фанатизма. Денис Перепелкин, еще один комментарий, который точно так же претендует на комментарий видео, комментарий недели, комментарий месяца, назовите как хотите, но здесь просто человек чуть-чуть, совсем капельку, совсем вот такой вот децл
приоткрыл свой мир, свою душу. И это, знаете, вот просто обалдеть, как приятно. Я вам сейчас зачту. Да вы сами можете сейчас прочесть. Душевное видео. Спасибо большое, Вадим. Молчалки. Это кто же их не помнит? Эти стеганые, рогожные, лыковые, духмяные или просто стянутые в пуки. Мы счастливые люди. У кого в то время не болтался на стенном крючочке или смесителе, это зверюга. Где это вашанок-то сейчас? Только люфой и спасаюсь. Водоросль это не дерет. И моет отлично. Мыло, правда, жрет. Парочка средних таких на год хватает. А банька, это святое, это да. В прошлом видео в этом про старину тоже понравилось. Вкусно так. Показываете. Теперь и станок постараюсь такой найти. И с ним сначала все ясно было по идеальному равномерному вылету. Плиты напоминали от АТ. Вот это вот я что-то не обратил внимания. Хотя вполне себе да, может быть. Блин, меркуровцы реально булки расслабили, у них что не прогресс, то перекос. И на этой радостной ноте всем счастливо, постоянно, отличное бритье. Прочел специально до конца. Ребята, что на самом деле у прогресса стали перекосы появляться, потому что моему-то станку уже 2-3 года, и он в принципе нормальный. А вот сейчас что происходит в этом плане, я не знаю. Если у вас есть какие-то сведения, что вот сейчас брак пошел, ну напишите, хоть знать будем. И Денис, спасибо большое, спасибо. И последний комментарий, он к нашему каналу не имеет никакого отношения. Правда, имеет к бритью. Я совершенно случайно зашел на MyShave, и там такого и о себе любимом, и о нашем канале начитал. Короче, засада полная. Конечно же, я расстроился, чего тут греха таить. Но по большому счету, да я уже простил этих людей. Они сами не ведают, что творят, потому что все, что там написано, не подкреплено никакими фактами совершенно. Что-то там с фонаря снято, что-то переврали маленечко, что-то за меня додумали, что-то за меня договорили. И люди пришли вот к определенному такому вот консенсусу. Вот тот комментарий, который я сейчас приведу. Человек возмущается по поводу бана. У меня очень сильное подозрение, что я помню этот случай, и, скорее всего, то, что я забанил, нет, я не жалею, потому что я банил, я точно знал, кого я банил. В смысле, не кто этот за человек, а кто он на канале. Я банил проповедника, который пришел к нам на канал и рассказывал, как надо правильно жить. Вот то, что вы сейчас живете, это неправильно, правильно вот так. Ребята, я думаю, что каждый из вас взрослый человек и прекрасно понимает разницу между, когда тебе показывают, как можно жить, и когда тебе указывают, как тебе нужно жить. Я не буду говорить о том, что старого медведя новым трюкам не научишь, но тем не менее каждый раз, когда мне начинают указывать, как мне правильно себя вести и как мне правильно что-то нужно делать, с чьей-то точки зрения, у меня это вызывает естественный процесс отторжения. То есть я не знаю, как еще сказать. Ну, вот когда говорят, что вот смотри, вот можно так, да, я вот смотрю, можно так, и уже потом на себя примеряю. А когда мне говорят, да ты дебил, надо вот так, и все, что ты делаешь, делал до этого, это совершенно неправильно, то у меня это как-то, знаете, сразу же вызывает подозрение. А с чего ты взял, что так правильно? А может быть так, как вот я, например, это правильнее будет. Это, скорее всего, связано с тем комментарием, который был по поводу прораза. Там пришел один товарищ с форума и начал рассказывать, что да, прораза это, конечно, хорошо, но вот есть еще артизаны, это целый мир, и вот это все хорошо. Ну да, с ним согласились, да, конечно, есть артизаны, все нормально, все хорошо. Товарищ не мог угомониться. Он начинал рассказывать, что проразы и же с ними, это все какая-то такая линейка масс-медиа. Ну, короче, такая кишкотня. Надоело мне все это, и я его, по-моему, забанил. Как оказывается, мне это не забыли. И на форуме я сейчас, ну не то чтобы персона нон-грата, меня там еще не забанили, но косточки-то уже поперемыли все, и в принципе бочку там хорошую накатили. Я ссылку под видео оставлю, захотите, зайдете, почитайте. Вообще жалко, конечно, потому что рассчитывал совершенно на другое. MyShave, когда я оттуда уходил, оказывается, там знают, почему я ушел, потому что меня кто-то обидел. О как! Вот стоял бы тот человек рядом, я бы ему просто вот так вот фофан и брысь под лавку. Ну, на обиженных воды возят.
Я взрослый мальчик, я могу за себя постоять. Кто бы меня там что обижал? А если бы обижал, то, блин, я бы знал, что ответить. Ну, дело даже не в этом. Дело в том, что тот сопливый маленький форум, который еще только зарождался, он уже давно не сопливый, он уже вырос, у него уже штаны на лямочках прошли, и сейчас он уже ходит в пионерском галстуке, то есть он подрос. Как бы и у меня канал уже подрос. Вполне себе резонно было бы предположить, что дружить как-то вместе, то есть как-то дополнять друг друга. А видимо, то, что я вот забанил там кое-кого с этого форума, возможно, то, что там каким-то своим еще делам этому форуму помешал. Ведь не секрет, что практически каждый форум, когда организуется теми людьми, кто его организует, он организуется с какой-то целью. И редко это бывает альтруистические, так и вот пускай вот все, кто интересно бритье, вот приходят и что-то узнают. Как правило, продвигаются какие-то свои меркантильные интересы. Я не говорю, что это плохо или хорошо, я не об этом. Я просто о том, что это есть. Видимо, что-то на моем канале происходит так, что там вот людей возбудило в отрицательную сторону до нельзя. Я об этом очень сильно сожалею, ребят. Если я что-то сделал такое, что вас кого-то обидел, расстроил, ребят, ну простите, я не хотел, не со зла. Если так по-человечески, просто вот дружить, я за, я всегда за. Если кто-то с вашей стороны будет приходить на канал и всех учить уму-разуму, проповедников здесь не было и не будет, ребята. Здесь нет проповедников, здесь все равны. И каждый думает, как он хочет. И каждый выбирает свой путь, какой он хочет. Поэтому проповедников здесь точно не будет. Если найдете в себе силы переступить через себя и помириться, я за, только за. Но если и дальше будете там бузить, вот это вот какашки за спиной пихать, ну, ваш выбор, ребят. Это пустое, перемелется мука будет. Не случайно я привел этот комментарий, потому что там есть очень хорошее разумное зерно. Вот тот человек, который там половину приврал, половину додумал, который писал, что вот что он там, вот эти вот по-морски яки, там пару раз прогнал, потом куда-то сплавил, договор, то все. Но я посмеялся, потому что между мной и яками, якобы о существующем договоре, которого не было никогда и нет, он знает. А о том договоре, который я уже озвучивал не раз, и, наверное, не стоит его повторять между вами и мной, каналом, что я никогда не буду врать, он не знает. Почему? Ну, тут фиг его знает. Врать вам смысла я не вижу, парни. Потому что соврешь раз, второй раз кто поверит. И вы не идиоты. Рано или поздно вы поймете, что вам лапшу на уши навешивают. И вот лично я бы оскорбился. И тот человек, который вот со мной бы так поступил, да я бы его слушать не стал. А почему я должен думать, что вы другие? Что вы даже после того, как я вас обману, и вы это поймете, станете меня слушать. Поэтому нет, ребята, вранье исключено. Так вот, то, что этот человек сказал правильно, это нет статистики по яковским помазкам. Насколько я понимаю, там шла речь не за синтетику, за барсука. По барсуку я слышал только положительные отзывы. С моей стороны то же самое, только положительные. Вопрос к вам, ребят. Есть ли хоть кто-то, кто про яковские помазки знает что-то отрицательное? Неважно, там барсук, синтетика или еще что-то, хоть какую-то негативную, полунегативную, средненегативную, легконегативную, любую информацию. Потому что на самом деле получается, что как? Ну яки, яки. Да, хорошо, у них великолепное соотношение цена-качество, это здорово, это прекрасно. Но мы все, вот то, что вот я показывал, и то, что раздавал, и то, что вы сами покупали с моей подачи, мы знаем только хорошее, а плохое. Неужели его совсем нет? Вот хотелось бы на эту тему послушать. Парни, у кого яки на руках и кто что-то такое вот может сказать? Будь ласков, пишите, пожалуйста, а то действительно у нас как-то масло масляное получается. Может, действительно в этих яках что-то есть такое, что стоило бы другим сказать, прежде чем они его купят. Вот смотри, вот хороший, но вот тут-то есть-то, то-то. Вот тоже было бы интересно. Ну вот, пожалуй, что и все. Извините за много букв и за такое многословие. В любом случае, я рад, что у нас сейчас есть на канале то, что есть. Не сразу это получилось. Строили мы это не за один день, не за один месяц. Но, по крайней мере, сейчас я знаю, что на канале очень много профессионалов, очень много людей увлеченных, болеющих за бритье. И все эти люди, мало того, что граница на замке, не дадут ложануть, он станочек криво висел, и то пацаны заметили. Юр, еще раз спасибо. Но и
выручает, очень часто подставляет плечо. Кто-то что-то спросил, а человек знает ответ, он не куражится, он не кочевряжется, просто выходит и отвечает. Спасибо вам, парни, за это огромное. Ну, все, теперь, наверное, пора уже бриться и догоняйте. Второе видео с бритьем. До скорых встреч.